Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего второго квартала 2026 года и будем говорить о рынке жилой недвижимости города Киева. Друзья, традиционно с цифрами разберемся с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города. Это будут и колебательные процессы длиной в один месяц, то есть будем сравнивать май месяц с июнем месяцем 2026 года. Также будем говорить о тенденциях длиною в один год. Это период сравнения будет у нас июнь 2025 год с июнем 2026 года. Сразу же наперед скажу, что опять наблюдаем какое-то безумие на рынке. Вторичном рынке уже 2 месяца видим незначительный рост. С чем это связано? Попробуем разобраться это ближе к концу видео. И, конечно же, я вам покажу факторы, которые влияют на ценообразование на рынке недвижимости. Поговорим о количестве проданных квартир. Это официальная статистика, но это будет в конце видео. Друзья, досмотрите, будет много полезной информации для размышления. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и статистических данных, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Попробуем совместно с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на протяжении, так сказать, длительного периода. В начале видео мы будем говорить о колебательных процессах длиной в один месяц. Период сравнения будет у нас май с июнем. Расскажу, друзья, как пользоваться данной картой. Перед вами центральная часть Украины, центральный регион. Напомню вам, это было в далеком Советском Союзе. Украина была республика. Но это не только в Украине, это сейчас говорим просто мы об Украине. А Украина была разделена на регионы или так называемые территориально-экономические зоны, где присутствовало 5 региональных, так сказать, зон или центров. То есть сегодня мы говорим о центральной части Украины, куда входило и входит на сегодняшний день 5 крупных областных городов-центров. Это мне задают вопросы, а что ты там делишь Украину? Обычно на западную там, и восточную. Нет, друзья, мы говорим о рынке недвижимости, соответственно, соответственно, должны совершенно точно понимать, как группировались статистические данные в то далекое время, и сравнивать центральную часть Украины с западной было некорректно, поэтому тогда это были русские, точнее советские ученые, в общем-то разделили республику по регионально-экономическим зонам. Итак, друзья, также, так, чтобы не совсем было вам скучно, я сейчас вам продемонстрирую один из методов, который я использую для, так сказать, мониторинга рынка недвижимости и также для анализа, потому что сначала статистика, а потом уже анализируем статистические данные. Напомню вам, метод дедукции был такой персонаж, знаменитый Шерлок Холмс, который занимался расследованиями преступлений, и в своих расследованиях он применял научный метод, метод дедукции. Метод дедукции гласит о следующем, то есть от общего переходим в своих размышлениях к частному. То есть сначала расследователь видел полную картинку преступления, видел, так сказать, теоретические мотивы и так далее. И потом это все от общей картинки, когда более-менее прояснялась ситуация, переходил уже к частным, кому это было выгодно. Примерно то же самое делаю я, применяя метод дедукции, только я не расследую, а я исследую, я занимаюсь наукой. Итак, на примере дедукции давайте разберемся. От общего будем переходить к частному. Я просто так решил вас, так сказать, немножко развеять, оторвать от скучных, наверное, статистических данных. Хотя, друзья, ну вот опять Остапа понесло, скажут, друзья, на самом деле нет ничего красивее цифр. Почему? Потому что не случайно люди, которые называют себя математиками, сразу скажу, я не математик. Они считают себя людьми, приближенными к Богу. Почему бытует такое мнение в математической среде?
Да потому что Господь описал всю красоту мира через цифры. И это несложно проверить. Любой предмет, который присутствует возле вас, его можно, так сказать, разобрать на молекулы с помощью цифр. Даже вы, как Homo sapiens, человек, и то вас характеризует это рост, вес, давление крови и так далее. Все параметры, они заведены в цифры, то есть через красоту цифр математики видят окружающий мир. Вот так вот еще раз решил вас, так сказать, развлечь. Извините за долгое вступление. Переходим уже к этим самым красивым цифрам. Итак, город Киев у нас сегодня. Мы, киевляне, пережили тяжелую ночь. Естественно, 2 июля. Говорим о рынке жилой недвижимости. Население, друзья, основные макроэкономические показатели и основные показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости перед вами. Население довоенное было почти 3 миллиона. Друзья, сейчас я так предполагаю, что население выросло на 3,5 миллиона, наверное, точно проживает, так как я уже не живу почти 9 месяцев в Киеве. Что называется, говорили, чемодан-вокзал. Вот я и сделал чемодан-вокзал, как только появилась такая возможность. Так вот, друзья, мы на сегодняшний день, очень важно знать мне, по крайней мере, много людей, больше, чем до войны, или же меньше, проживает в городе Киеве. Почему? Потому что люди-это недвижимость. В недвижимости живут люди. Киевляне, кто, напишите, если, так сказать, визуально можете оценить, насколько больше людей стало, чем до войны, на улицах, метро и так далее. Переходим к количеству предложений, которые были мною и компанией Олимп Консалтинг зафиксированы на рынке жилой недвижимости в июне 2026 года. Это 66 900 объектов жилой недвижимости. Сюда входит первичный, вторичный рынок. Друзья, еще раз напомню, я также применяю метод статистического анализа в своих исследованиях и работаю с большими цифрами. То есть вы видите на примере генеральной выборки, это 66 тысяч, это не 5 аналогов, не там 3 квартиры, которую риэлтор продает в течение, условно говоря, года, да, и при этом считает себя аналитиком и знает, сколько чего где стоит. Я работаю с большими цифрами, и поэтому у меня есть уникальная возможность видеть все процессы, которые происходят, или большинство на рынке недвижимости. Итак, выборка репрезентативная и однородная, потому что я еще, так сказать, классифицирую рынок недвижимости. Во-первых, делю его на сегменты: первичный рынок, вторичный, и потом и первичный, и вторичный рынок идет по классификации. Друзья, итак, мы видим, что на 0,6% квартир стало продаваться больше в городе Киеве в июне месяце по сравнению с маем месяцем. Традиционно желающих продать квартиры больше, чем желающих купить. И об этом мы поговорим в конце, когда я вам покажу официальную статистику, сколько было продано квартир на территории Украины. В 2025 году, конечно. Итак, социальное жилье, стоимостные характеристики. Буду говорить только о процентном соотношении. С какого-то перепуга, друзья, рост уже второй месяц, мы видим рост 0,19%. Напомню вам и покажу в дальнейшем, когда будем говорить о тенденциях, что с января месяца, 4 месяца, это январь, февраль, март, апрель, мы видели незначительное снижение стоимости квадратного метра на рынке жилой недвижимости. И вот уже 2 месяца, это у нас май-июнь, мы с какого-то перепуга опять стали видеть колебательный процесс в сторону увеличения стоимости. Друзья, я об этом постоянно вам говорю, что рынок ведет себя нестабильно. С чем это связано, поговорим уже ближе к концу видео. Эконом-комфорт, бизнес-класс. Также вторичный рынок, друзья, тоже подрос за месяц плюс 0,14%. Средняя аренда. Здесь мы говорим о долгосрочной аренде, мы говорим о классе социальное жилье. За период, видим, первый квартал, это 2026 год, со вторым кварталом 2026 года показала динамику снижения на 2,68%. Впервые, друзья, на протяжении
ну, наверное, 2 лет мы зафиксировали, ну, это у нас предыдущий первый квартал показывал снижение, и второй квартал также показывает нам снижение незначительное. И, друзья, это первый такой звоночек о том, что все-таки, если рынок перегрет, и даже аренда, которая первая реагирует на все процессы, которые происходят и в экономике в том числе, она реагирует или повышением, или снижением. Поэтому все-таки я предполагаю, буду говорить, когда о прогнозах, почему я предполагаю, что в дальнейшем мы будем видеть как снижение стоимости аренды, так и снижение стоимости квадратного метра на рынке жилой недвижимости. Первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класс подешевели минус 0,12%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс подешевел за месяц минус 0,12%. Ну и первичный рынок элитный класс, друзья, подешевел на 0,07%. Итак, подводя итоги по данному слайду, мы видим, что вторичный рынок, как социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости на территории Украины, который эксплуатируется, так и эконом-комфорт бизнес-класс с какого-то перепугу показали динамику незначительного роста. С чем это связано, будем разбираться в конце видео. Итак, переходим от общих сводных данных к декомпозированным данным и более подробно будем говорить, что произошло по сегментам рынка недвижимости и по классам. Итак, вторичный рынок. Карта перед вами города в разрезе административных районов, класс социальное жилье. Видим, что, ну я повторюсь, рост за месяц, колебательные процессы плюс 0,19%. И, друзья, что бросается в глаза, что больше всего за данный период времени подорожала недвижимость в Деснянском районе. Это спальный массив, это самая недорогая недвижимость или бюджетная, назовем так, чтобы не обижать людей, которые проживают в данном спальном районе. Выросла на 0,23% за месяц. Ну и традиционно меньше всего подорожала недвижимость в центральном районе, это Печерский район, на 0,12%. Переходим к следующему слайду. Этот слайд появился благодаря вам, мои, так сказать, друзья, подписчики, кто меня смотрит. Здесь мы с вами будем говорить, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. То есть это самый частый вопрос, который вы мне задавали, и я на него традиционно отвечаю. Период сравнения март 2022 год. Напомним вам, что в феврале 2024 года, вернее 2022 года, 24 февраля началась война. Здесь на примере класса социальное жилье давайте попробуем разобраться, что произошло за весь период времени войны. Почему? Это важно, потому что зачастую люди, особенно риэлторы, говорят, что рынок недвижимости растет. Только забывают сказать о базе сравнения, то есть сравнивая какой период времени с каким периодом времени. Это очень важно. Вот сейчас мы сравниваем начало войны по сегодняшний день. Итак, март месяц 2022 год, 1121 доллар стоимость квадратного метра жилой недвижимости, социальное жилье. Первый год войны, друзья, снижение было порядка 9%. Реперные точки есть, можете сами посмотреть. Второй год войны мы видели абсолютное затишье на рынке недвижимости, даже где-то повышалась стоимость квадратного метра в какие-то квартал, да. Но в итоге, в общем-то, рынок недвижимости был стабилен. И вот третий год войны, друзья, мы увидели, как стоимость квадратного метра стала снижаться и достаточно серьезно. Где-то порядка, наверное, 10% в 2025 году четвертом, мы увидели, как снижалась стоимость квадратного метра. А вот 2025 год, друзья, на удивление, показал весь год динамику роста, где-то тоже порядка, наверное, 6-6,5%, ну, можете пересчитать. Можете пересчитать. И по сегодняшний день мы видим стоимость квадратного метра. Это у нас второй квартал 2026 года. 1059 долларов за квадратный метр. Посмотрите, пожалуйста, внизу табличка Excel. Здесь посчитано за вас, за весь период войны. Стоимость квадратного метра подешевела на 5,53%, друзья. Именно так ведет себя рынок недвижимости. Мы говорим о вторичном рынке, это не спекулятивный рынок, если сравнивать его с первичным. И, соответственно, просто так люди не продают квартиры,
и он не ведет себя как фондовый рынок. Зачастую риэлторы об этом говорят, и у меня это вызывает, ну, как минимум, удивление. Да? Нельзя сравнивать спекулятивный фондовый рынок с рынком недвижимости. Спекулятивный рынок – это когда в один, там, условно говоря, день, торговую сессию вы можете ваши ценные бумаги, которые вы владеете, обесцениваются или, наоборот, взлетают вверх. То есть вы становитесь богатым человеком. Но это все очень условно, да. Так вот, рынок недвижимости – это люди, это судьбы людей, семьи, которые никуда не деваются. Поэтому рынок недвижимости показывает вполне снижение разумное с точки зрения, так сказать, логики происходящего. Итак, следующий, друзья, слайд очень быстро о аренде. Еще раз напомню, в целом по городу Киеву внизу красная строка. В течение одного квартала снижение на 2,68%. Но это достаточно, друзья, много. То есть мы видим, с начала года медленно и уверенно аренда начинает показывать нам динамику снижения. Следующий у нас слайд. Здесь мы говорим о квартирах эконом-комфорт бизнес-класс. Также видим, что недвижимость это на первичном рынке, точнее эконом-класс, я прошу прощения, снижение на 0,14% за месяц. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. Напомню вам, первичный рынок – это жилье, не сданное в эксплуатацию. И не факт, что оно может быть сдано, друзья. Это так, чтобы вы просто на минутку понимали, какие риски у людей, которые приобретают на первичном рынке недвижимость. Также можете посмотреть рост в процентном соотношении за месяц. Следующий, друзья, слайд – это так, это эконом-класс все-таки, вот извините, да, это вверху у меня заставка, не увидел. Это не первичный рынок, это эконом, комфорт, бизнес-класс, это вторичный рынок. Здесь мы увидели рост, повторяться не буду. А вот первичный рынок, друзья, ну, старенький стал, извините, да, поэтому ж мне и выпустили с Украины, потому что пердуны после 60 лет в Украине негодные ни к чему, поэтому вот сделаем поправку на мою, так сказать, старость. А вот первичный рынок, друзья, это квартиры, которая не сданы в эксплуатацию, показала нам снижение за месяц стоимости минус 0,12% квартиры эконом-класс. Можете посмотреть в процентном, вернее, в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра и в разрезе административных районов, и снижение также в процентном уже соотношении. Итак, друзья, переходя к следующему слайду, мы будем говорить о первичном рынке квартиры комфорт бизнес-класс. Здесь мы увидели также динамику снижения минус 0,12%. Увидели в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. Также, друзья, обратите внимание, что недвижимость на на первичном рынке комфорт бизнес-класс строится компаниями-застройщиками только лишь друзья, центральных районах или приближенных районах к центру. Ну, прочитать можете сами. То есть это уже не 10 административных районов, а это всего лишь 7, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 7 районов. То есть спальные массивы сюда не попадают. Следующий слайд посвящен элитному классу, где мы также увидели, что снижение на 0,07%, и уже 3 административных района осталось из 10, где компании-застройщики строят квартиры элитного класса или же квартиры с такими характеристиками. Стоимость квадратного метра отличается очень сильно, можете посмотреть по локациям. Голосеевский центр, Печерский Липки, Шевченковский центр. Итак, друзья, переходим к самому интересному, наверное, слайду, где мы, в общем-то, будем говорить, что произошло не на протяжении всего года войны, а сравнивать, естественно, июнь 2026 года с июнем 2025 года. Помните, очень важно в исследованиях обозначать и проговаривать базу исследования, то есть какой период с каким периодом вы сравниваете. Не просто все растет или все падает, а именно за данный период. Итак, мы видим, что на протяжении 12 месяцев стоимость квадратного метра данный класс жилья, это социальное жилье, вырос на 1,34%. В
июне 2025 года это было 1045 долларов за квадратный метр и 1059 долларов за квадратный метр стоимость квадратного метра уже в июне 2026 года. Вот здесь, друзья, давайте посмотрим. Здесь очень хорошо видно, что недвижимость, вот здесь видим 31.01.2026 год. То есть с начала 2026 года, весь 2025 год стоимость росла. С начала 2026 года 4 месяца стоимость квадратного метра росла, и я предполагал, что это тенденция. Тенденция – это долгосрочные процессы. И если больше 6 месяцев мы видим вот эту линию тренда, то с большей вероятностью можно говорить, что это действительно тенденции, которые будут продолжаться на протяжении целого года. Итак, 4 месяца стоимость снижалась, и с какого-то перепуга, это не слово паразит, как мне многие делают замечания, почему-то не нравится им с какого-то перепуга. С перепуга это подразумевает под собой нелогично себя ведет. Ну вот с перепуга человек может себя вести нелогично. Животные с перепуга там тоже себя нелогично ведут. Рынок недвижимости также не ведет себя логично на сегодняшний день, поэтому я присвоил ему такой эпитет. Да? Многим он не нравится. 2 месяца, май и июнь, незначительная динамика роста. Но в целом за год рост на 1,34%. Друзья, немного саморекламы. Я и компания Olymp Consulting на протяжении многих лет готовим для крупных украинских системных национальных банков индексы рынка недвижимости. Также готовим, друзья, индексы недвижимости для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И вот мы видим, что индекс стоимости жилой недвижимости на примере данного графика рисунка составляет положительный 1,013. Что такое индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует, как изменяется стоимость недвижимости, друзья, во времени. На примере данного графика рисунка давайте я вам покажу, как он считается. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. Итак, 1059 делим на 1045, получаем динамику роста в процентах плюс 1,34%, или же положительный индекс 1,013. Друзья, я знаю, что меня смотрят специалисты, которые, или фокус-группа людей, это специалисты, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я, друзья, один из немногих знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому синергия наших знаний поможет вам развиваться в вашем сложном бизнесе и также развиваться мне и компания Olymp Consulting, мне заниматься наукой, ну и, собственно говоря, монетизировать свои знания. Для того, чтобы меня найти, вам необходимо в описании YouTube канала найти мой телефончик, Viber, то есть там и кипрский есть телефон, и есть киевстаровский, и тот работает, Viber, WhatsApp, кому как удобно. И, друзья, созвонимся, обязательно составим техническое задание, и раз в квартал вы будете получать исследования под всю недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства. Еще раз напомню, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени. А я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере данного графика рисунка показываю, как в разные периоды времени стоимость недвижимости меняется. Поэтому, друзья, еще раз призываю, посмотрите, что из себя представляю я и компания Olymp Consulting. Ничего плохого вы не найдете. Искусственный интеллект вам расскажет также всю правду о моей, так сказать, портфолио, какое у меня, есть ли у меня компетенции. То есть там все достаточно правдиво. Я перепроверял, и мне даже понравилось, друзья. Итак, заканчиваем с рекламой и переходим к следующему интересному слайду, где мы уже будем, друзья, сравнивать, что произошло в течение года с недвижимостью. Ну, это скопировал я слайд, видим, это слайд, который мы уже подробно разбирали, класс социальное жилье. И вот сравним
предложение квартиры выставлены для продажи и предложение квартиры выставлены для аренды. То есть два сегмента рынка недвижимости жилой. Итак, повторюсь, по предложениям рынок недвижимости класс социальное жилье за год вырос на 1,34%. А вот по аренде, друзья, здесь вот красный шрифт, за год рынок недвижимости по аренде вырос всего лишь на, ну, округлим большую сторону, на 1%. Друзья, при этом, при всем, уже полгода или 2 квартала мы наблюдаем, как аренда показывает нам незначительную динамику снижения. Поэтому вот этот маркер, да, аренда начинает показывать снижение, говорит о том, что если рынок недвижимости перегрет, как в сегменте аренда, так, скорее всего, и здесь мы увидим по стоимости квадратного метра по предложениям динамику снижения до конца года. Это всего лишь мое предположение, которое, в общем-то, я всегда вам говорю, отталкиваясь от факторов внутренних, которые говорят, что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики. И если плохо все в экономике, то и рынок недвижимости должен соответственным образом себя вести. А рынок недвижимости характеризуется показателями следующими. Это стоимостные показатели, которые мы с вами разобрались. Нос чешется, слушайте. Вроде никто не должен по носу дать. Пить нельзя, старенький стал уже. Так вот, стоимостные показатели, друзья, должны показывать, ну, показывают стоимость квадратного метра. А еще показатели, которые характеризуют состояние рынка, это показатели количественные, количество, активность рынка, сколько было продано недвижимости. И вот об этих показателях мы сейчас с вами подробно поговорим. Итак, подводя итоги, мы видим, что практически предложения на рынке недвижимости жилой, выставленные для продажи, сравнялись по динамике роста 1,34% за год. И тот же класс рынка недвижимости по аренде показывает нам почти 1% роста в течение одного года. Итак, переходим к следующему показателю, который очень важен в наших исследованиях. Для того, чтобы понимать и говорить о прогнозах, мы должны использовать метод многофакторного анализа. Данный слайд я уже записывал отдельно видео, очень кратко пройду. Официальная статистика говорит нам, это Минюст дает такую статистику о том, сколько было продано недвижимости, или точнее это договора отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. Ну, это не только продажи. Давайте посмотрим, вот здесь у нас, ну, к делу сразу переходим. Вот это у нас табличка экселевская. Я вам покажу, как можно, в общем-то, манипулировать статистическими данными, что я, в общем-то, не делаю никогда. И никому не советую. Люди, которые занимаются манипуляциями, в общем-то, это люди, которые занимаются пропагандой, ни меньше, ни больше. Так вот, смотрите. Исходя из данных официальных статистики, было в 2025 году всего отчуждения прав собственности в Украине 378 250 объектов недвижимости. Сюда входит и жилая, и нежилая недвижимость, за исключением земельных участков. В 2024 году это было 416 515 объектов недвижимости. Что показало, друзья, за год снижение на 9,2%. То есть видим сразу же и можем сказать, о, все пропало, все пропало. Недвижимость показала по отчуждению прав собственности аж почти на 9,5% снижения. Но если мы посмотрим структуру, то есть из чего состоит структура отчуждения, и нас интересует только лишь продажи, я пометил это красным шрифтом, видим, что договора купли-продажи квартир, жилых домовладений за год было продано на 15% больше. 205 616 объектов жилой недвижимости. То есть здесь мы видим динамику роста. То есть вроде бы рынок разогревается, больше продается квартир. То есть это, ну, вроде бы для рынка хорошо, да? Дальше. Другие договора отчуждения недвижимого имущества – это коммерческая недвижимость. Сюда входит
и складская, и, так сказать, офисная, и торговая, и адмиздание, и все остальное. Ну, мы специально просили в свое время, чтобы нам пояснили, что входит вот в эту дефиницию другие договора отчуждения. То есть это коммерческая недвижимость. Здесь, друзья, мы увидели рост также почти на 16%. То есть одинаково вырос рынок по продажам жилой недвижимости и рынок по продажам коммерческой недвижимости. Дальше, друзья, договоры ипотеки жилых домов и квартир показал нам снижение на 5%. То есть ипотека медленно умирает на протяжении всего периода войны. То есть год от года мы видим меньше, меньше и меньше. Но впервые за 4 года войны, друзья, я вот здесь прямо выделил и хочу обратить ваше внимание, другие договора и ипотеки. Это коммерческая недвижимость. Она выросла, то есть больше стали брать кредиты под коммерческую недвижимость на 18,3%. Ну, сравниваем 2025 год с 2024 годом. С чем это связано? Зададите вопрос, что у нас с бизнесом стало как-то лучше. Неужели бизнес поднял голову, и мы, так сказать, видим бум роста предприятий новых? Нет. Сегодня не буду показывать вам данную статистику, она существует. На протяжении всего периода войны все меньше и меньше становится активных предприятий. Это предприятия частные ФОПы, вот эти, малый и средний бизнес. То есть количество предприятий сужается, как шагреньева кожа. Это также официальная статистика. Здесь цифр этих нет. Так почему же, кто же эти люди, эти счастливчики, которые во время войны способны не просто вести бизнес, но еще и, так сказать, оплачивать за все, так сказать, прелести кредита? Друзья, это всего лишь мое предположение. Мы наблюдаем действительно на протяжении последних 4 лет войны и чуть больше, там несколько месяцев, как этот сегмент стал показывать нам динамику роста. Ну, во-первых, это связано с тем, что, помните, с начала войны начали быстро люди так сказать, регистрировать предприятия там, где были частные собственники, связанные как-то с Российской Федерацией. То есть вот этот передел бизнеса, он медленно и уверенно набирает обороты. То есть кто не успел, тот опоздал. Да. То есть забирают, ну, понятно, это забирают, это сленговое уличное слово, на самом деле это оформляется соответствующим образом. Это отражает Минюст, большее количество продается недвижимости коммерческой, и под нее берутся кредиты. Ну, для того, чтобы опять было понятно, кредит – это всегда удобная возможность показать, откуда у тебя деньги. Да. Так, нет у меня денег, но откуда у меня деньги? Я вот взял кредит, банк почему-то посчитал меня платежеспособным, да, и все вроде как легализуется. И недвижимость есть, и кредит показывает, что плачу вовремя деньги, которые должен платить по кредиту. А откуда их достаю из тумбочки толстой пачкой, это уже мало кого интересует. Итак, друзья, все было бы хорошо, ну, потому что рынок недвижимости вырос на 15%, рынок коммерческой недвижимости по продаже вырос на 16%. Но последний слайд, который покажет вам, нет, не последний, а предпоследний, который покажет не все так просто. Если мы сравним среднесрочную перспективу, которую, не перспективу, ретроспективу, прошу прощения, то есть то, что было, с активностью рынка. И вот я довоенный год взял 2021 год. Сравнил с 2025 годом, но сейчас смотрим только лишь в структуре договора купли-продажи квартиры жилых домовладений, то, друзья, здесь мы видим, что рынок по продажам просел почти на 45%. Это много, друзья. И цифры говорят об этом. Договора ипотеки на 50 практически процентов, ну, я об этом говорил уже, да, что все меньше и меньше приобретается, так сказать, недвижимость через ипотеку. Ну и другие договора отчуждения недвижимого имущества. Здесь в подтверждение моих слов коммерческая недвижимость достигла своего пика по активности, то есть на 48% больше было продано коммерческой недвижимости. Но я объяснение этому уже дал, поэтому повторяться не буду. И в конце вишенка на тортике – это длительный период
с 2000 года. Данная информация есть только у меня. С 2017 года вы можете это в открытом доступе найти. Минюст дает эти все данные. А вот с 2000 года по 2017 год здесь вы, друзья, можете обращаться только ко мне. Больше такой информации. Я это серьезно говорю, не преувеличиваю свою важность. Просто мы на протяжении стольких лет, я и Лига экспертов Украины, где, в общем-то, я имею честь находиться. Это общественная организация. Так вот, мы писали запросы в Минюст, и Минюст, не хотя, скрипя, но все-таки давал нам информацию о проданных квартирах и домовладениях, ну и так далее. По структуре вы уже знаете. В целом это называется договора отчуждения прав собственности. Так вот, давайте очень быстро проговорим. 2000 год, друзья, и сравним 2025 год, то в очевидные вещи, друзья, наблюдаем, что рынок недвижимости а здесь мы говорим именно о договорах продажи. Единственное, что сюда я добавил договора ипотеки, потому что, ну, какая разница, там приобретается недвижимость с привлечением ипотеки или без привлечения, это все равно продажа и приобретение. Так вот, мы видим, что насколько 470 тысяч объектов жилой недвижимости было продано в 2000 году, и 200, ну это в 2 раза меньше практически, да, чуть-чуть меньше, 217 222 объекта было продано, друзья, в 2025 году. Как вел себя рынок недвижимости за данный период? Это цикличность, которую я отслеживаю на протяжении многих лет. В данном случае мы говорим о параметре количества сделок, да, и если вот это объединить в большие циклы, вот один большой цикл возьмем, 2000 год, 2025, он еще не закончился, и внутри этого большого цикла, ну, он показывает снижение активности, да, по продажам. Внутри данного цикла мы видим такие микроциклы, потому что, ну, не может вести себя. Это как погода рынка недвижимости. В целом летом жарко, но какие-то месяцы холодные, какие-то более жаркие. Так и в данном случае цикл, он неоднороден. Видим микроциклы внутри. И давайте очень быстро напомню вам 2000 год и 2005 год, 2007 год начался кризис. То есть рынок рост по активности. Начался кризис в 2008 году с ипотечного кризиса в Соединенных Штатах Америки, помним, да, начался мировой экономический кризис, он так называется. И вот все эта активность пошла вниз очень сильно, и стоимость квадратного метра, вернее, не стоимость квадратного метра, а активность, количество покупаемой недвижимости снижалась до 2011 года. Дальше мы видим 3 года микроцикл, когда начал расти по активности рынок недвижимости, и также стоимость квадратного метра росла, друзья. Я хорошо это помню. И говорил, это даже можете в открытом доступе найти. В то время я достаточно популярный был на всех украинских центральных каналах. Я с такими же графиками показывал, что происходит на рынке недвижимости Украины. Так вот, что произошло в 2013 году, вы все хорошо знаете. 2013-2014 год – это война на востоке Украины, Крым не наш, и, соответственно, активность обвалилась. Дальше, друзья, активность опять начала повышаться незначительно и достигла своего, так сказать, эпогея в 2021 году, это перед самой войной. Война началась в 2022 году. Вот в те далекие времена, друзья, я говорил, что это мы стоим на грани, на пороге грандиозного шухера, и об этом говорят не мои данные, это статистика, которая не принадлежит мне, хотя следующий параметр стоимостной, рынок недвижимости и в стоимости здесь рос, был тоже такой достаточно интересно. Я говорил, что вот что-то произойдет, что и произошло, началась война, и мы видим, как все это опять по активности рынка недвижимости ушло вниз. И вот теперь такие топтания на месте, 4 года войны, то рост активности, то снижение, то рост. И я предполагаю, друзья, война будет длиться долго. Для этого есть все, так сказать, причины. Одна из причин, ну, косвенные, конечно же, косвенные причины, я не могу все знать.
одна из причин, что, по крайней мере, до 2028 года, это еще 2 года, да, Европа продлевает этим беженцам статус временной защиты. Это говорит о том, что война будет продолжаться. После 2028 года, я думаю, что начнется большая война Российской Федерации с Европой. Ну, все к этому идет, друзья. Я очень не хотел бы, чтобы это произошло, но об этом говорю не только я. Послушайте людей, которые что-то соображают, да, скорее всего, это произойдет. В каком виде это произойдет, страшно подумать. Итак, я так думаю, что порядка еще 10 лет мы будем наблюдать вот эти топтания на месте. То есть война будет длиться долго, и, соответственно, рынок недвижимости по активности будет показывать то незначительный рост, то незначительное снижение. Но никогда мы не вернемся, друзья, вот к этим цифрам, которые мы наблюдали в 2008 году, в 2020 году, в 2021 году. То есть это активность рынка недвижимости, количество проданных квартир. Итак, друзья, закрываю. Очень длинный показался материал, но для того, чтобы вы еще раз понимали, насколько ну, не хочу сказать сложно, несложно, насколько надо учитывать достаточно много факторов, это внешние факторы, внутренние факторы, для того, чтобы прогнозировать. И я стараюсь вам дозированно об этом говорить, поэтому получается длинные видео, уж извините. Так вот, предполагая все-таки, что будет происходить с рынком жилой недвижимости города Киева, я думаю, что до конца года все-таки мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра, потому что, ну, объективно, есть на это, в общем-то, все, так сказать, показатели экономики, это макроэкономические показатели характеризуют, которые развитие внутрирегионального продукта города Киева. Есть такой показатель, но тоже в открытом доступе. Сравнивая с довоенным, он просто в ужасном состоянии. То есть экономика скорее мертва, чем жива. Ну, я не говорю про ВПК, это военно-промышленный комплекс. Так вот, друзья, все-таки я предполагаю, что стоимость будет снижаться. Снижаться до конца года. Но посмотрим, время пройдет быстро, насколько я прав или не прав. В любом случае, я еще раз показал вам факторы внутренние, которые влияют на состояние рынка. Они в плачевном также состоянии. Поэтому будем наблюдать, друзья. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, не забывайте ставить лайки, дизлайки, конечно же, подписывайтесь, и до встречи в следующих моих видеороликах.